Приветствую, друзья! Продолжая тематику флагманских наушников, нам никак не пройти мимо нового чисто арматурного решения Lead Shure Mystic 8, внутри которого трудится 4 драйвера производства Sonion и 4 от Nose. Да, без динамиков, планаров и всяких электростатических примесей. В качестве символа данной модели назначили черную кошку, а в комплект, помимо самих наушников, входит цепочка и фирменное кольцо. Звучание, как вы уверен догадываетесь, ну просто огонь. О них сегодня и говорим. Поехали! Приходит модель в интересной такой коробке на магнитиках с перечнем технических характеристик. В комплекте шла инструкция, металлический круглый бокс, 3 набора простеньких силиконовых амбушюр, уже описанная мною цепочка и безразмерное кольцо. Никакой информации о металле, из которых они изготовлены, нет, так что, скорее всего, это просто стильная бижутерия. Кабель тонкий, довольно гибкий, сразу на 4,4 мм джек и с сопротивлением на каждый жил ровно по 0,2 Ома. Можно его, конечно, заменить, но особых предпосылок к тому нет. Чашечки сделаны из сплава титана, по размерам компактные, с немного вытянутым, прикрытым сеточкой звуководом, отверстием для компенсации, направленным вверх, и черной кошкой на внешней части. Смотрится это достойно, сидят они удобно, да и тактильно, чистейший кайф. Вот так, друзья, это все и выглядит. На измерениях у нас вальяжный по скорости затухания импульс, незначительные расхождения между каналами и искажения в пике, достигающие 0,8%, что просто замечательно. Фаза нормальная, а водопады на 30 и 60 дБ вы можете видеть на соответствующих графиках. По АЧХ же мы имеем подъем низких частот на 8 дБ, предельно ровную середину, почти идеальный подъем на области разборчивости, небольшой пик на псевдодетализации и максимально протяженный самый верх диапазона. Все очень круто, с какой стороны ни посмотри. Флагманский Yangin Moonlight, как видите, чуть жирнее на басу и нейтральнее на высоких частотах. T-Audio Oracle MK3, которые 2024 года выпуска, почти идентичны на верхах и тоже массивнее на низких частотах. Аналогичным образом выглядит и сравнение со Saliva SLT6 в состоянии 2.0. То есть это лучшая на сегодня настройка. Начать хочу с особенностей данной модели. В сравнении с имеющимися у меня наушниками Tengzoneza, T-Audio Oracle MK3 2024 года и Saliva SLT6, героям обзора заметно так недостает насыщенности и акустической массы. Да, они очень четкие, идеально прозрачные и чуть ли не кристально чистые, но лично мне приятнее, когда звук пожирнее. Впрочем, этот вопрос легко решается хорошим медным кабелем. Относительно же передачи всяких оттенков и нюансов звукоизвлечения, данная модель ближе скорее к Oracle MK3, так как в Neza и SLT6 основной упор сделали на целостности, чем оттенили микродинамику. При этом изысканность, эмоциональная выразительность, передача пространства сцены в глубину, артикуляция и голографичность на соответствующем их ценнику просто высочайшем уровне.
Масштаб у Mystic 8 примерно как у Tengzu Neza, столь же высокие скоростные характеристики, прекрасный баланс частот, почти бесшовное сочленение драйверов и очень грамотное построение аудиальных образов. Лично мне в них не хватает лишь присущей T-аудио насыщенности и того самого бархатистого окраса. Вместо этого Mystic 8 пытаются держать рамки нейтральности с уклоном в техническую часть и мониторную строгость. Именно так, кстати, и звучит хорошая студийная акустика. То есть упор здесь сделали не только на нас, меломанов, но и людей, для которых музыка стала частью профессии. Хотя это уже совсем тонкие планы. А вот чего у героев обзора точно не отнять, это их потрясающую честность. Настолько живую и при этом натуральную подачу я лично, друзья, еще не встречал. На раскачку они чувствительны, однако продаются лишь в балансном исполнении, что, как вы понимаете, далеко не случайность. Для раскрытия им прямо необходим хотя бы небольшой запас по мощности. Ну и сам источник тоже должен быть на уровне. Бас четкий, упругий, без особого ухода на глубину, но чуть лучше ощутимый, чем в нашумевших Tengzu Neza. Серединка ясная, мелодичная, очень подробная и до магнетичности привлекательная. Верха же естественные, без какого-то подсвечивания, грязи, рези или сибилитивных призвуков, но вся перкуссия, резонансы и шлейфы на своих законных местах. Как и в случае с Oracle MK3 2024 года, здесь властвует баланс и гармония. По стилистике они прекрасно справятся с рок и любой другой тяжелой музыкой, электроникой, рэпом, всем академическим, оркестровым, живым или джазовым, включая самые акустически сложные произведения. Согласен, за их цену это все вполне предсказуемо, однако не отметить данный аспект я не мог. Возвращаясь к цене, сейчас за них просят $989 США. При этом значительного отрыва от решений за плюс-минус $600 я лично не слышу. То есть, да, уровень у них очень высокий, я с ними буквально растворялся в музыке, но оправдать такую разницу не могу. С Tengzu Neza они очень похожи, однако последние чуть мягче на слух. Слива SLT-6 дают просто феноменальный масштаб и внушительный бас. А Oracle MK3 2024 года на своем примере показывают, что значит идеальная гармония в сочетании с хорошей насыщенностью. В Lead Shoe Mystic 8 в таком же ключе я бы отметил невероятную чистоту, подробность и просто потрясающую выразительность. Это серьезное студийного уровня решение, ориентированное как на сценический мониторинг, так и на обычное наслаждение от прослушивания любимой музыки. Вокал у них не выпирает и не утоплен в произведение, образуя с ним единое целое. Ну а сцена, как и положено, на естественном от нас расстоянии. Для позиционирования и профессиональной деятельности это просто критически важно. Что сказать, прекрасные наушники, особенно если вы превыше всего ставите разрешение и техническую часть. Итогом модель Lead Shoe Mystic 8 шикарно выглядит, прекрасно сидит, идеально согласована по излучателям, почти не имеет искажений, с приличным балансным кабелем в комплекте и топового класса настройкой АЧХ. Звучат же наушники масштабно, подробно, сверхвыразительно, с каким-то просто фантастическим разрешением, динамикой, артикуляцией и, конечно, вовлеченностью в материал. На мой субъективный взгляд, они гораздо честнее конкурентов, но со своими особенностями. Да, я бы хотел чуть больше сущности и нижнего баса.
А так, просто гениальная модель, изысканность с ней сочетается со строгостью, а эффектность с нейтральностью подачи. Все целостно, гармонично, шикарно согласовано, напористо и сверхувлекательно. Я, друзья, в полнейшем восторге. А у меня на этом все. Это была модель Litshui Mystic 8. Не забывайте про группы ВКонтакте и Телеграме, на которые обязательно нужно подписаться. Всем, друзья, добра!